Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению серег из листовой меди с зелеными вставками. На бумаге в клеточку нарисуем эскиз в виде спиралевидного завитка. Вырезаем завиток, чтобы перенести рисунок на медь. Я буду использовать листовую медь толщиной 0,3 мм от радиатора газовой колонки. Предварительно медь надо обжечь, потом поместить в холодную воду. Затем медь очистить, поместив ее в раствор лимонной кислоты, 1 чайная ложка на полстакана теплой воды, и помыть в мыльном растворе. Острым предметом переносим рисунок на медь. Второй завиток в зеркальном отражении. Вырезаем наши заготовки ножницами по металлу. Получилось 2 спирали. Наносим текстуру острой стороной молотка вдоль всей спирали на наковальню. Теперь тщательно зачищаем все края напильником и надфилем. Сворачиваем спирали в виде цветов. Пробойником намечаем отверстие для крепления швензы. Сверлом по металлу 2 мм просверливаем отверстие. Для изготовления швенз нам понадобится проволока 0,8 мм. Отрезаем 2 отрезка по 8 см. Чтобы швензы были одинаковыми, сворачиваем сразу 2 проволоки вместе. Напильником зачищаем концы и слегка отбиваем на наковальню. Отгибаем завитки на швензах и нанизываем цветы на швензу снизу. Затем ставим завиток на швензе в исходное положение. Делаем чернение серной мазью. Как делать чернение, смотрите подсказку. Полируем медь с помощью войлочного диска. В центр цветков вклеиваем фурнитуру и бисер клеем кристалл прозрачный. После высыхания клея капаем несколько капель УФ лака в серединку каждого цветка и сушим под УФ лампой. В прошлом видео я рассказывала о том, как Бог даровал царю Соломону мир со всех сторон. Соломон построил величественный храм для Бога. При торжественном освящении храма слава Господня наполнила храм. Соломон произнес пророческую молитву о будущих поколениях, как будто знал, что его народ попадет в вавилонский плен. «И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним, пленивших их, чтобы они были милостивы к ним, ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя, ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли». Я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч, друзья!